Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим, обсуждаем музыку, и сегодня мы здесь собрались на такое вот короткое видео, чтобы обсудить одну из самых, наверное, интригующих новинок этого года, альбом, на который делались довольно большие ставки среди многих людей и критиков. Это Сабрина Карпентер и ее новая пластинка Short and Sweet. Я хочу кратко разобрать, что лично я услышал для себя на этой пластинке, что я о ней думаю, какие у меня мысли по песням. Я не буду тут разбирать каждую песню по отдельности, как я делаю обычно, потому что считаю, что в этом нет надобности, но хочется вот подвести какие-то итоги, как обычно, естественно, поставить оценку и обсудить вообще, как все сложилось, потому что, конечно же, я думаю, все прекрасно знают, какой был успешный год у Сабрины Карпентер. Наконец-то с ее карьерой получилось сделать то, чего она добивалась последние 10 лет своей карьеры. У нее случилось сразу два огромных поп-хита. Это, конечно же, композиция Espresso, которая обыграла уже вообще везде, где можно, и, не знаю, надеюсь, короче, надоела мне уже очень сильно, потому что она везде, и композиция Please, 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 которая принесла ей number one в Америке, поэтому, конечно, к альбому тут подходили, во-первых, в срочном порядке, во-вторых, с довольно большими ставками, потому что это, конечно, будет продвигаться и на наградный сезон музыкальный, и на ее какие-то заявки на большие продажи, и вообще посмотреть, как она удержится в статусе такой вот поп-хитмейкерши. Открывает альбом композиция Taste, и если ее я, конечно, хочу выделить отдельно, потому что эта песня становится третьим синглом с альбома, соответственно, на данный момент это заглавная композиция с уже вышедшего альбома, помимо предшествующих синглов. И что хочется сказать по этой песне, знаете, она как будто на бумаге выглядит неплохо, у нее хорошие басы, это такой, знаете, солидный поп, но вот сейчас у меня такая возникла мысль при первом же прослушивании этой композиции, я не могу от нее никак отделаться, что это поп, который могли написать году в 2015 на студии Hollywood Records для Селены Гомес. Вот послушайте эту песню еще раз и скажите мне, не звучит ли вам это как композиция Селены Гомес, лет так 8-9 назад. Вот что-то есть похожее в этом звучании, в ее стиле, и это первый раз из многих, на которых во время прослушивания этого альбома хочется невольно сделать референс на кого-то, кто уже существует. Потому что касаемо синглов, о которых, по-моему, у меня есть рецензия на Please, 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 если я не ошибаюсь, но я не уверен. Но если говорить о двух предшествующих синглах, то композицию Espresso я считаю очень хорошей поп-песней, очень яркая, она очень, знаете, такая индивидуальная и полна какой-то харизмы, за счет чего я считаю, что она работает. Конечно, да, она очень сильно везде переиграла, в этом тоже как бы ее проблема, но не прям личная проблема этой песни, потому что, когда песня становится хитом, это нормально, что она начинает в какой-то момент выгорать и становится слишком много, но если судить ее объективно с критической точки зрения, это очень хорошая, крепко сбитая поп-композиция, в которой трудно к чему-то, знаете, прям прикопаться, потому что она работает во всех ее аспектах. Что касаемо второго сингла Please, 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 там я был, конечно, уже не так воодушевлен. Это ее работа с Джеком Антоноффом, и эта песня звучит как что-то, что сделал бы Джек Антонофф. И при всей моей любви к Джеку, я считаю, что когда он работает с поп-музыкой, именно такой поп-музыкой массовой, поп-музыкой радийной, у него не получается. И Please, Please, Please относится тоже к этому. Песня как будто слишком безликая для того, чтобы за нее цепляться и включать ее заново после того, как ты ее послушал с каким-нибудь там, не знаю, интеншеном или где-то случайно услышал на радио, и вряд ли ты ее прям запомнишь, чтобы вот надо добавить себе в плейлист. При этом, если брать все остальные треки на этом альбоме, то, допустим, мне понравилась песня Джуну, я, наверное, считаю, что вне синглов это лучшая композиция на альбоме, она интересная, в ней очень хороший продакшн, ее приятно слушать, в ней присутствует какая-то, вот знаете, чертинка, то есть это песня, в которой есть за что цепляться. Неплохая песня, как закрывающая, допустим, Don't Smile. Good Grace для меня лично звучит как частушка, которую, знаете, как будто это что-то невыпущенное или написанное для кей-поп группы женской, девичьей какой-то, которые очень хотят в США. Вот почему-то у меня такие ассоциации, и опять же, я сразу скажу по ассоциациям,
в этом альбоме их много. Потом у нас начинаются композиции либо слишком переигранные, слишком недоделанные, либо в какой-то момент у нас случается поп-кантри на этом альбоме, ни к селу, ни к городу, которое в целом сбивает настроение альбома, за счет чего альбом кажется очень каким-то, знаете, рандомным, просто вот собрано по каким-то кускам, в попытках просто собрать хоть что-то вокруг уже успешной песни. То есть для меня, например, композиции вроде Slim Pickens, Light to Girls, Sharpest Tool, они для меня не работают, потому что я их уже не помню. Вот я сейчас записываю этот я сейчас записываю этот ролик, я слушал альбом вчера и сегодня, и я не помню, как звучат эти композиции. Наверное, если вы мне их сейчас включите, я не смогу даже по названию соотнести плюс-минус, какая из них какая. И, наверное, переходя к выводам сразу, альбом может быть, конечно, short, и может быть он, конечно, sweet, но вот что точно этот альбом не, так это не coherent и interesting enough. Проблема в том, что я бы этот альбом описал словом, которое я уже использовал на моем канале для альбома Ariana Grande Positions. Это альбом хорни частушек. Причем хорни частушек без какой-либо последовательности и идеи. То есть я понимаю, у них случился суперхит с Espresso, который, возможно, планировался даже не как лид-сингл, а просто дроплет, но когда такая огромная популярность у песни, было решено, так как Сабрина не какой-то крупный артист, было решено срочно вокруг этого делать целый альбом. Это, например, то, что случилось у Тейт Макрей с песней Greedy, вокруг которой собрали очень посредственный альбом Think Later. И тут то же самое, начали срочно что-то собирать, при том, что Сабрина Карпентер как артистка в целом довольно веселая, харизматичная. Я не могу сказать, что я в ней вижу какую-то личность, но это артист, с которым можно что-то пробовать и делать интересное. Но проблема в том, что этот альбом не предлагает нам Сабрину как персонажа, то есть это тут абсолютно отсутствует. Это больше заигрывание какими-то моментами и строчками, где она, конечно, вывозит, плюс как такой, знаете, актерский бэкграунд тоже, наверное, и в этом помогает, но при этом не ставит ее как артиста /личность. То есть, послушав этот альбом, у меня не возникает никакой идеи или дополнения о том, а что из себя представляет Сабрина Карпентер. Вот как она для меня была артисткой где-то, знаете, на каких-то дальних строчках и дальних сценах, по сути, вместе с этим альбомом она остается плюс-минус на том же месте. Тут как будто очень много референсов, но очень мало какой-то конкретики. И за счет того, что пытались намешать все то, что сейчас там трендится, и поп нулевых, и кантри-поп, получилась такая мешанка, что просто не пойми зачем, вот просто вставили, абы вставить. И я, с одной стороны, ценю попытку быть разнообразной, но этому не хватило какой-то доработанности и глубины. И когда я говорю глубины, я не имею в виду какой-то, знаете, заумности, что я там требую каких-то супер вдумчивых текстов, супер какого-то, знаете, современно там какого-нибудь продакшена, который смотрит в будущее. Нет, я понимаю, что этот альбом ставит себе задачу быть довольно простой, летней, приятной пластинкой, и наверное, с самыми его базовыми задачами этот альбом плюс-минус справляется, но это при этом тот летний альбом, к которому ты не вернешься. То есть, например, пример для меня летнего альбома, к которому хочется возвращаться, в котором хочется копаться и переслушивать, это, например, Solar Power от Lorde. Этот же альбом, это вот как будто, знаете, альбом неделька. Вот ты под него потусил неделю, еще вот особенно сейчас, конец лета, и ты про него забудешь и больше не вернешься, потому что песни вроде Espresso, я считаю, что несмотря на то, что это очень хороший суперхит своего времени, это не та песня, которая будет там, знаете, годами висеть в чарте, как там, не знаю, Blinding Lights The Weeknd или там As It Was Harry Styles. Я считаю, что эта песня забудется вместе с этим годом, и больше мы к ней возвращаться не будем. Самая главная претензия этого альбома — это то, что я стараюсь обычно никогда не использовать в своих рецензиях, потому что с точки зрения критики и рецензии это не считается профессиональным, но тут это настолько сильно бросается в глаза, что я выскажу, что этот альбом, он банально скучный. И за счет этого теряется вся его какая-то, знаете, магия, желание в него как-то, знаете, погружаться, делать его таким вот вайбовым своим летним альбомом последних жарких деньков. Но самое главное, что он не приносит Сабрине Карпентер абсолютно никаких плюсов или продвижения ее какой-то карьеры и личности, потому что с этим у нее сейчас самые большие проблемы. Она по-прежнему как артист не очень понятно кто.
то, особенно учитывая, что в индустрии Сабрина Карпентер уже много лет, и надо с этим что-то срочно делать, они как будто не успевают. То есть понятно, что попытались, пригласили хороших именитых продюсеров, что-то с ними пытались сбить, но не до конца получилось, не было ни времени, потому что она при этом работала, отрабатывала уже синглы, альбом нужно было срочно записывать, и вот получилось то, что получилось. При этом очень сильно тут опираются на референсы разных артистов, тут можно слышать и Оливию Родриго, и Тейлор Свифт, и Риану Гранде, Селену Гомес, и Блэкпинк, и Грейси Эйбрамс, и Карли Рэй Джепсон, и в целом их стилистические подходы, и то, как им оформляют музыку, тут этого много. То есть, например, The Sharpest Tool композиция, это как будто, знаете, на типичную песню Оливии Родриго наложили дрим-поп легким. Вот получилось так. И это достаточно обидно, потому что когда у тебя есть два прям козыря в руках, это два суперхита, на которых можно строить внимание своей аудитории, получается настолько незамысловатая пластинка, которая, к сожалению, не является тем самым крючком, который готов зацепить аудиторию и продвинуть артиста дальше уже на уровень там серьезных премий, каких-то категорий и вообще размышления о том, что это артист, который там может быть будущим поп-музыки, потому что снова же Сабрина Карпентер как будто возвращается в дефолтное состояние и либо не успевает, либо боится, либо просто не в состоянии сделать что-то более интересное, чем, допустим, она уже представляла на ее прошлом альбоме Emails I Can't Send, который тоже, как и этот альбом, не является чем-то плохим, ужасным или там абсолютно неслушабельным. Нет, это альбом, который можно послушать, но который лично у меня пройдет мимо, особенно на фоне того, насколько много интересных разноплановых, очень авангардных, классных вообще по своему наполнению альбомов, даже в категории попсы, выходит в последнее время. То есть, допустим, я вам советовал в одном из моих прошлых роликов, обязательно посмотрите, если еще не смотрели, я над ним старался, но его почему-то никто не смотрит, про 5 альбомов, которые я советую к прослушиванию с этого года. Там вот я советую одну тоже около поп-танцевальную пластинку, которую я считаю вот просто по всем параметрам в 2 раза превосходит все то, что пыталась Сабрина Карпентер, пятница, вечер после работы, класс, в котором Сабрина Карпентер пыталась показать вместе с этим альбомом. И это очень жаль, потому что при всем при этом Сабрина кажется довольно харизматичной девушкой, которая может вывозить что-то здоровское, чем супер банальные, очень местами непонятные тексты, потому что весь альбом, по сути, заключается в строчке из разряда I'm so horny, I am so fucking horny. И я не говорю, что это какая-то плохая тема, это все исследовать тоже можно, очень здорово, очень интересно, с разными подтекстами, с разной подачей, но тут этого не случается, и все слишком завязано на одно и то же, и песни не предлагают достаточно, как минимум, неожиданных или хотя бы интересных для обдумывания поворотов, даже для поп-музыки, чтобы на них обращать внимание. Жаль, что так случилось, конечно, но посмотрим, что это принесет в целом Сабрине Карпентер в будущем. И касаясь оценки, я хочу поставить альбому Сабрины Карпентер Short and Sweet оценку 5.9 из 10. И у меня, пожалуй, на сегодня все. Жду ваши комменты, конечно же, как вам альбом Сабрины Карпентер, что вы думаете, может, у вас какое-то другое на него видение или взгляд, с удовольствием почитаю. Не забывайте поддерживать ролик лайками, прочитайте описание к ролику, там всегда куча ссылок на то, что я делаю, у меня там подкаст есть, мой телеграм-канал, все вот это тоже, как бы, знаете, посмотрите. Ну и не забывайте слушать хорошую музыку и смотреть интересные видосы. Если что-то из моих последних пропустили, тоже посмотрите. Там есть кое-что полезное и интересное. А у меня все на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.